Сейчас я стою возле бывшего городского морга Хельсинки. Там вот на этом здании можно увидеть как раз надпись, что это морг, и также крест нарисован, изображен. И десятилетиями здесь лежали тела мертвых людей. И кажется, что если сейчас зайти туда внутрь, то там можно увидеть эти мрачные столы, эти суровые комнаты, где там лежат трупы, скальпели. Но на самом деле вы удивитесь, но финны открыли в бывшем морге, сегодня открыт ресторан, кафе. И я сейчас зайду внутрь, и мы вместе с вами посмотрим, как это кафе выглядит на данный момент. Пойдемте. Итак, заходим в бывший морг. Мне не терпится посмотреть, как это выглядит снутри. Кажется, я вошел не в ту дверь. Ну, этот морг, он был построен в 1923 году. И это такое интересное помещение, когда даже морги делали вот в таком вот красивом стиле, как видите. И здесь мы видим стойка, вернее, место, где была, где приходили родственники, чтобы оформить какие-то документы, где им выдавали, собственно, тело. И сам морг, само помещение, где хранились трупы, оно находится в подвальном помещении этого здания. И когда санэпидстанция проверяла, хотя и прошло уже больше 70 лет, как здесь трупы не хранятся, но тем не менее было запрещено использовать подвальное помещение. Но это только начало, и впереди нас ждет много чего интересного. Большинство туристов, которые приезжают в Хельсинки, знают этот город как город в стиле ампир, где красивые дома, сохранившиеся от Российской империи, здания всевозможные в стиле модерн. В этом видео, друзья, мы покинем проспекты и шумные улицы Хельсинки и направимся туда, куда не добираются рядовые гости финской столицы. Итак, пойдемте, сейчас нас ждет кое-что очень-очень интересное. Самое интересное в Хельсинки часто скрывается не за вывесками, а буквально за ближайшим поворотом. Неоднократно проезжая мимо этого здания на трамвае или проходя мимо, мне каждый раз было интересно познакомиться с ним поближе. Перед нами бывшая автозаправочная станция, которая была построена в 1935 году. Автостанция была частью сети Esso, заправочной сети, и здесь заправлялись до войны. Ну и сейчас тоже, собственно, здесь тоже заправка, уже более современная, куда приезжают финны на своих автомобилях, заправляются. Эта заправочная станция пережила Вторую мировую войну, также прошла через несколько реконструкций. А сейчас здесь открыт магазин Алипа. Это сеть магазинов продовольственных, которые разбросаны по всему столичному региону Финляндии. И я уже очень-очень хочу туда попасть, зайти. Давайте посмотрим, как выглядит бывшая автостанция сегодня. Итак, заходим. Где-то здесь была автомастерская. Сейчас видим, здесь продают продукты, шоколадки. За этими холодильниками были широкие окна, вот эти вертикальные, стеклянные. Сейчас здесь масло, майонезы и прочие кетчупы. В подвале здания тоже находилось какое-то помещение, возможно, там инвентарь для уборки был. Когда-то здесь тоже была касса обслуживания этой заправки, ну и сегодня здесь вот касса обслуживания магазина Алипа. На самом деле это очень интересно. Интересное, но довольно шумное место, и сейчас мы его покидаем, садимся на трамвай, идем в место, где можно насладиться тишиной и умиротворенной атмосферой. Поэтому пойдемте и немного передохнем от городского хельсинского шума. Хельсинки – город небольших расстояний. Иногда всего несколько остановок отделяют шумный проспект от места, где время словно остановилось. В Хельсинки есть несколько районов, где сохранились старые такие вот прекрасные деревянные дома, кварталы, состоящие из старинных деревянных домов. И в одном из них я сейчас нахожусь. Это не самый популярный, но тем он интереснее. Район Кумпула и вот эта вот центральная улица. Это место, это такая сельская идиллия.
такой тихий, спокойный уголок, где можно отдохнуть от городской суеты, потому что здесь мало людей, здесь не бывает туристов, мало кто знает вообще из гостей города о таком, в принципе, районе. И здесь, конечно, очень здорово прогуляться. И сейчас я пройдусь по главной улице и что-нибудь вам расскажу о ней. Этот район, район Кумпула, он здесь существует довольно-таки давно. Он еще появился в 20-е и 30-е годы прошлого века, то есть около 100 лет назад. Эти дома были построены здесь для рабочих, и существует много фотографий этого района старых, как они выглядели там в 30-е годы, может быть, чуть раньше. И здесь было много-много магазинов, и был магазин Эланто, это переводится как питание, где продавались необходимые продукты, были всевозможные магазины одежды, магазины, где можно было купить посуду и многое-многое то, что нужно для жизни, бытовые всякие вещи. И таким образом жители, которые здесь жили, им не надо ездить было в центр Хельсинки, чтобы что-то купить, потому что все самое необходимое можно было купить прямо здесь, в этом красивом райончике. У одной из улиц в районе Кумпула очень интересное название – улица Индийская, Интианкату. Но название этой улицы никак не связано с жителями Индии. Дело в том, что здесь рядышком находится фабрика, которая изготавливает фарфор. Она называется Арабия. И когда начали строиться кварталы, улицы в окрестностях этой фабрики, то решили дать многим из этих улиц всевозможные экзотические названия. И таким образом появилась Бенгальская, Сирийская улица, Японская улица и вот даже Индийская улица, на которой я сейчас и нахожусь. А еще, знаете, здесь пахнет цветами, пахнет яблоками. Тут очень интересный дорожный знак, который, я уверен, вы никогда не видели. Вот он, ежик, на украинском языке ежак, ежик. Вот такой вот ежик. Не правда ли это очень здорово? Что значит, что здесь на дороге могут оказаться ежики на вашем пути, поэтому стоит быть аккуратным. Давайте просто несколько секунд насладимся этой тихой, спокойной, уютной атмосферой. Поют птички, тишина, здорово. Ну и я сейчас вам покажу здание, которое дало название всему этому району. Оно тут недалеко расположено, пойдемте его посмотрим. Вот такое вот красивое здание, вот эта усадьба Кумпула, она дала название этому всему району, окрестностям. Усадьба появилась здесь еще в 15 столетии, но вот это здание было построено в 19 веке. Этот стиль, он был характерен для Российской империи. Именно в этот период она была построена, когда Финляндия была частью Российской империи. К сожалению, я пришел сюда вечером, и уже сама территория усадьбы закрыта, и можно ее увидеть только как бы через забор, что мы, собственно, сейчас и делаем. Ну, отсюда тоже видно то, что вокруг усадьбы, помимо каких-то построек, есть еще и много цветов. Названия этих цветов подписаны. Здесь находится знаменитый ботанический сад, который был построен в дополнение к ботаническому саду, расположенному в центре Хельсинки. Там достаточно ограниченная территория, а людям, которые занимаются ботаником и прочим, кто занимается цветами, нужно было расширение комплекса, и вот это место как раз для них и нашлось вокруг усадьбы Кумпула. И этот ботанический сад служит украшением
украшением этого района. И еще одним украшением стоит трамвай номер 13, который с недавних пор здесь рядышком ходит вдоль забора. И он как будто появляется из кустов, из травы, из этих цветов. И вот это едет по этой усыпанной цветами дороге железной. Еще одно место, которое я хочу вам показать, оно находится в центре Хельсинки. Снова из тихого и спокойного идиллического такого места мы направляемся в шумный центр финской столицы, где нас ждет еще одно интересное, немного грустное, но интересное место. Поехали! Я люблю ездить по Хельсинки на трамвае. Из окна хорошо видно, как один район незаметно сменяет другой, и у каждого свое настроение. Наверное, именно за такие моменты я люблю столицу Финляндии. Если честно, с трудом пробираясь через эти елки, я нашел это место. Находится оно прямо рядом с проспектом Маннергейма в Хельсинки. Это могила собаки. И причем похоронена эта собака была в 19 столетии. И как-то оказалось, что могила домашней собачки находится вот в таком вот известном месте в центре Хельсинки. Для начала хочу сказать, что хозяйка этой собаки была никто иная, как фрейлина императорской семьи Аврора Карамзин. Ее усадьба Хакасалми находится совсем рядом, собственно, это двор этой усадьбы. Ну и маленькая справка, кто такая была эта Аврора Карамзин и почему у нее такая известная фамилия. Аврора Карамзин, она была фрейлиной императрицы, принадлежала к императорской семье, жила в 19 столетии и умерла здесь, в Хельсинки, и похоронена здесь на кладбище в Хельсинки. Она была очень известной и богатой дамочкой, у нее было несколько мужей в разные времена, которые умирали, оставляя ей свое немалое наследство. Конечно же, она очень любила животных, в ее хозяйстве было несколько собачек, и вот эта собачка Шамиль была подарена ей в 1845 году во время ее поездки в Грузию, в Тбилиси. И можем разглядеть здесь на могиле как раз надпись. Имя собаки мы видим Шамиль. Собачка родилась в 1845 году в Тифлисе. Это бывшее название Тбилиси, и умерла в возрасте примерно 15 лет в 1860 году. И, конечно, если так включить фантазию, возможно, этих елок здесь еще не было, можно представить, как собачку закапывает один из слуг Авроры Карамзин, и как безутешная женщина, она скорбит о том, что вот потеряла свою собаку. Конечно, это такая немного грустная нота в нашем сегодняшнем приключении вечернем, и нас ждет очень интересное место, которое я очень рад буду посетить именно в вечерних сумерках. Это будет очень романтично и интересно. Индустриальная точка нашей прогулки. Пойдемте. День постепенно подходит к концу. Хельсинки становится тише, и вместе с ним меняется настроение этой прогулки. Именно вечером начинаешь замечать то, на что днем редко обращаешь внимание. Старые кирпичные стены, рельсы, промышленные корпуса, огоньки в домах, трубы и здания, которые когда-то были сердцем городской жизни. Мы привыкли любоваться площадями, дворцами и красивой архитектурой, но историю любого города создавали не только они. Ее создавали также фабрики, заводы и мастерские, где каждый день трудились тысячи людей. Многие из этих мест давно изменились и получили новую жизнь, но если присмотреться, прошлое здесь по-прежнему ощущается. Когда я пришел к долгожданному месту, было уже около 11 вечера. Большинство заведений уже закрылось, на улице почти никого не было, лишь кое-где еще горел свет, а за окнами можно было увидеть последних посетителей. Друзья, я подошел к кульминационной цели своего сегодняшнего приключения, своего сегодняшнего видео, и мы находимся в местечке, которое называется Конепая. И знаете, изначально это был вагоностроительный завод, он в 1903 году, вот эти вот мануфактуры, эти вот корпуса красивые из красного кирпича были построены здесь. Сейчас я вам покажу несколько фотографий того, как выглядела эта территория несколько десятилетий назад. 100 с лишним лет назад здесь кипела совсем другая жизнь.
Сюда каждое утро приходили сотни рабочих, и тогда никто не мог представить, что однажды вместо шума станков здесь будут звучать музыка, смех и звон бокалов. Как же так получилось, что место, которое когда-то производило паровозы, ремонтировало их, строило, превратилось вот в такое вот общественное пространство? Все это случилось, как ни странно, благодаря тому, что это предприятие закрылось в свое время, эти помещения были заброшенными, и уже в 21 столетии, в нашем веке, здесь их преобразовали, сделали из них кафешки, спортивные залы, всевозможные ресторанчики, и галереи здесь есть выставочные, где арт-искусство современных художников, картины расположены. Очень интересное место, и здесь чувствуется эта атмосфера, видны трубы старых заводов, конструкции всевозможные. Очень атмосферное место и такое индустриальное пространство, которое превращено в современное, молодежное, общественное пространство, территорию, где может прийти любой желающий и насладиться вот этой атмосферой старого паровозного завода. Дорогие друзья, в этом видео мы увидели старый морг, увидели, как заправка превратилась в магазин продуктовый, а также мы увидели красивый деревянный квартал Кумпула и усадьбу, увидели также могилу собачки Авроры Карамзин. Ну и сейчас мы находимся в таком промышленном пространстве. Скажите, пожалуйста, что из этого видео вам больше всего понравилось? И вообще понравилась ли вам моя прогулка? Если да, то я надеюсь, что я еще прогуляюсь по Хельсинки в следующий раз и покажу вам другие скрытые сокровища финской столицы. Ну а пока я вам говорю пока и до новой встречи, до новых видео, друзья. Пока! Сейчас я стою возле бывшего городского морга Хельсинки, и годами здесь лежали трупы Хельсинки. Anteeksi. Ette saako mun äiti antaa mut tänään? Kaikki hyvin? Okei. Se on tosi hyvä meistä oikeesti. Ai nyt, tätis paikka. Me lasketaan meidän ryöstösaalissa. Hyvä, tästä. Tässä ei kukaan tee paikkaa. Ei haluta teitä lähellekään ketä tuolla. Se oli minun idea tuolla tuolla. Ei tarvitse sinun. Don't worry.